В октаве 12 звуков. От каждого из этих 12 можно построить минор, мажор, уменьшенный, увеличенный аккорд и миллион еще септаккордов. Но на самом деле, если не выпендриваться, можно оставить только минор и мажор, остальное воспринимать как ответвление от них. И вот у нас 24 главных аккорда. Вопрос в том, как при написании музыки находить из этих аккордов нужный, какие вообще можно, какие нельзя, и какой как звучит в контексте, какой подойдет мне в данный момент по стилю или по смыслу или по эмоции, которую я несу. Читать талмуды о разных видах гармонизации, я так понимаю, вы не намерены, либо уже попробовали и поняли, насколько труден этот путь, тосклив и, самое обидное, как-то далек от того, как же делать музыку вот прямо здесь и сейчас. Есть и противоположное мнение, которое гласит, что «Нет, не надо лишнего знать. Музыка – это же свобода. Прислушайся к космосу, к сердцу своему прислушайся, прислушайся. Музыка придет. Аккорд сам себя сыграет. Шикарно. И чего? Каждый раз при выборе аккорда тыкать пальцем в небо даже из 24 только аккордов – это не свобода. Это судороги и паралич. Я сам много лет пальцем в небо тыкал, все пальцы поперетыкал, анализировал чужие пальцы-тыки, изобретал какие-то велосипеды, потом общался с образованными дядями и тетями, велосипеды ломал. В общем, так со временем организовался мой какой-то упрощенный, но актуальный космолет, на котором я хочу вас научить кататься. И в итоге мы придем к тому, что можно играть любой аккорд, но это будет уже не эзотерический пафосный лозунг, а реальный вывод, основанный на реальных штуках. Так что добро пожаловать на канал Нескучный саунд и уроки теории музыки по-пацански. Если вам тяжело и не хватает базовых знаний о построении аккордов, о тональности, об интервалах и тому подобном, то все это можно довольно бодро и быстро узнать из первых уроков теории по-пацански. Итак, как нам в этих 24 аккордах ориентироваться? Их мы видим на квартоквинтовом круге, и опять же сейчас что-то зубрить, вникать в его математическую гениальность, связь с астрологией и числами Фибоначчи мы не будем, просто держим его в руках как путеводитель. И чтобы на этой карте поставить точку А, нам нужно знать тональность. Выбираем, естественно, тональность до мажор. В ней сам аккорд до мажор — это тоника, центральный аккорд, плюс его телохранители фа мажор и соль мажор, плюс их 3 параллельных минора. Это 6 главных аккордов тональности. И в случае, если тоника именно ля минор, появляется 7-й важный аккорд. Ми минор может как бы мутировать в ми мажор, чтобы сильнее тяготеть к ля минору и разрешаться в него. Почему так? Объяснение есть на 4-й минуте вот этого или вот этого какого-то видео, но пока можно просто не вникать, а принять как факт и ехать дальше. Значит, имеем мы 7 аккордов. Из них сложены сотни и сотни песен, и вот эти 6 основные можно расставлять как угодно. Но о последовательностях аккордов подробнее в следующем видео, а сейчас просто будем пополнять наше аккордовое меню вкусняшками. Первое место, откуда можно взять еще аккордов, в соседних тональностях. Слева по соседству с тональностью до мажор ля минор у нас тональность фа мажор ре минор. У них большинство аккордов общие, у них разница всего один знак при ключе, то есть их гаммы всего на одну ноту отличаются одна от другой. Короче, они тесно дружат. И поэтому аккорды си бемоль мажор и соль минор тоже могут затесаться в нашу тональность. Будут звучать немного необычно, но не авангард. Си бемоль мажор в до мажоре звучит так немного грубо, но клево, блюзо-роково, придавая такой миксолидийский оттенок. Любопытно, что у этого вроде как рокового аккорда есть потенциал звучать как-то немножко по-детски, особенно если в высоком регистре. А в ля миноре он звучит с таким восточным напряжением, придавая фригийский вкус. И в роке, и в металле это один из главных аккордов, дающих легкое зло. С соль минором другая тема. В до мажоре он звучит очень так полетно. Очень люблю эту краску, мечтаю снять о нем отдельное видео. А в ля миноре он совсем по-другому отсвечивает. Тоже с фригийским мраком, как си бемоль мажор, но все-таки по-своему нежно. Очень такой странный, противоречивый аккорд.
вот, чувствуете, как жизнь становится потихоньку интереснее. За правой стеной у нас другие соседи из тональности соль мажор ми минор. Они тоже могут заходить в гости, но звучат совсем иначе. Вообще движение вверх по кругу к диезам, оно как бы немного против шерсти, но зато ярче, острее. Этот вот аккорд ре мажор в рамках нашей тональности до мажор звучит очень так броско, с широко раскрытыми лидийскими глазами. О нем подробнее, когда доберусь до отдельного видео про лидийский лад. А в рамках ля минора этот аккорд самый, наверное, распространенный из заимствованных аккордов вообще, дорийская субдоминанта. Pink Floyd. Moulin Rouge. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. What about sunrise? What about rain? Ooh. Звучит в прямом смысле с яйцами и с такой претензией, типа «вот он я, кайфуйте, смертные». А дальше си минор, он редко очень заимствуется вот так по-простому в до мажор, потому что звучит как-то не совсем понятно, но стоит эту краску знать. Он может появляться в связках с побочными доминантами, как, например, в Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. В тональности ля минор этот си минор часто встречается в связке 2, 5, 1, такая классическая фанковая штука. Но без такой связки этот аккорд звучит в ля миноре очень как-то зависшее, непонятно, что очень, кстати, прикольно используется в одной старой пугачевской песне. Приезжай хоть на денек, если так же одинок. То есть такое непонятно куда идущее, зависшее туманное настроение. Вот уже 11 аккордов, и это мы только начинаем. В следующем видео заимствование аккордов из одноименного минора — это просто кладезь лютой красотищи, так что ждите не дождитесь, я постараюсь поскорее. Вообще мне мечтается до Нового года закончить с этой серией из 4 видео. Спасибо всем за лайки, комментарии, репосты и похвалу. Это и очень приятно, и очень полезно. Тем, кто донатствует, отдельное материалистическое спасибо. И еще такая штука, нас в YouTube много, во ВКонтакте много, а в Фейсбуке и в Инстаграме прям совсем глушняк. Так что, ежели не лень, подписывайтесь, может быть, со временем и там будет что-то такое интересное наколдовываться. С вами был канал Нескучный Саунд, пупс, чье имя знают только избранные, преподобный Александр. И помните, открой свое сердце, перепиши на меня квартиру, и музыка сама из рук твоих польется.